А мы находимся в ведьминой деревне. Я хочу сказать, что Галиция славилась тем, что здесь было большое количество ведьм. Инквизиция здесь задержалась довольно-таки надолго, и пострадало большое количество невинных женщин. История осталась, и поэтому мы не могли проехать мимо этой деревни. Называется она Комбаро. Находится в 6 километрах от Понте-Бедра. И здесь она славится тем, что небольшая деревенька, славится тем, что здесь большое количество ореос. Мы покажем, что это такое, дома моряков и крусерос. Поэтому отправляемся путешествовать по этой деревне. Бегом. И заходя в деревню, мы сразу видим первый крест. Их здесь довольно-таки много. Я так прочитала, что на него была пожертвовала семья, их фамилия Реаль Диас. Написано, что пожертвование было внесено именно этой семьей. Эти кресты защищали от ведьм, от злых духов, от сглазов, от всякой нечисти. И тут же мы видим первое орео. Это сараи, в которых хранились запасы зерна, различных овощей. И посмотрите, напоминает наши избушки на куриных ножках, в которых жила Баба-Яга. Я думаю, что все вот эти легенды, все это переплетается, потому что здесь вроде как бы ведьмы, дома на куриных ножках, и напоминает немножко нашу сказку. Посмотрите, какое большое количество ореосов стоит у нас на побережье. Почему же они на таких высоких ножках? Почему? Потому что эти высокие ножки защищают их от влаги, от животных, и тем самым сохраняют как можно дольше урожай. Плюс вот эти щели, посмотрите, есть продольные щели. Это для того, чтобы ветер мог проветривать, и также, чтобы оно не залеживалось и не плесневело. И кресты защищают урожай от злых духов, чтобы он тоже не сгнил в него, и чтобы ведьмы не смогли нанести свою порчу и вред этому урожаю. Такое немножко здесь, атмосфера такая немного мистическая и совсем отличается от нашего южного берега. Посмотрите, вдоль берега стоят эти ореос, эти сарайчики, потому что в основная промышленность этого города это, конечно, рыболовство и сельскохозяйственная деятельность. Поэтому здесь рыбаки добывали рыбу, приплывали из других краев, и было удобно загружать, выгружать вот этот урожай. Поэтому стоит настолько близко к берегу. И тут же у нас находятся дома этих самых рыбаков, потому что мы сейчас идем, здесь обмельчало, потому что был отлив. И я думаю, что буквально к вечеру опять здесь вода поднимется, потому что очень влажно. И пройтись можно будет только по этому узкой дорожке. Все, и вода будет здесь находиться. То есть каждый мог пригнать свою лодочку к своей двери и зайти домой. Я думаю, что это так интересно, и даже не знаю. А вот здесь все, вода. Что дальше? Как вот? Если у меня там живет друг, сосед, si mi vecino me ha invitado a tomar café y por aquí agua, ¿qué tengo que hacer? Tengo que nadar. Я поплыву к соседу, скажу: ой, Хулио, vamos. Мы плывем, потому что уровень воды, вот он, буквально столько. С рыбами вместе добираемся до соседа Хулио. И все, и заходим. Посмотрите, какой здесь орео, уже деревянный. Кстати, отличается от других, потому что те из камня, а это уже из дерева. Немножко другого вида, другого стиля. Мне кажется, это более современное орео. И домик такой весь в стиле. Все в стиле. А здесь у нас находится бар. Сейчас вообще на самом деле этот городок, он стал более популярным. Раньше тут не было такого большого количества баров и ресторанов, и туристы не знали об этом городе. А сейчас с каждым годом сюда все проходит больше и больше. И Камино де Сантьяго, путь Святого Якова, тоже проходит здесь. То есть паломники также здесь останавливаются, чтобы выпить чашечку чая.
¿Dónde estás? Ah, por ahí. Vale, gracias. Por aquí. Hola. Мы зашли купить вино. Там написано было, что продается местное вино и на доме. И сейчас попробуем купить вино у местных жителей. Пахнет так интересно. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Se vende vino? Sí. Al barriño. ¿Cuánto vale? Vale, 4 euros. 4 euros. Una botella. ¿Elaboración propia o...? Esa, ok. Muy para adentro. Ah. ¿Es elaboración propia? Uy, interesante. Yo creo que yo compro 2 botellas. Para... Sí. Qué bueno. Hola, buenas. ¿Qué es? ¿Es un chupito? Es un chupito de... Lava Coparitón. Tiene 90 años y está aquí. 90 años. 90 лет бабушке. И они делают свое вино и продают его. 4 евро. Vino de Toledo que tienen todos los años Ajá. y nos dijo, para el año no sé si vendría, porque te voy a llevar, que va a llevar 10 botellas. ¿Qué la boca me quitas? ¿Y cómo no, que va de verdad? Sí, señor. Ya sabes chiste. 10 botellas. Él llevó 10 botellas y dijo, ¿y ya pequeñas? Es para mí solo, que mi mujer no bebe alcohol. Ah, Es como orujo. Orujo, te voy a enseñar uno que hago yo, pero este no se vende. Joder. Este no se vende. Este- Es para... Ese aceite con otras cosas. ¿sabes? Esto es meu, normalmente. ¿esto qué? Prueba. Давай, Esta пробуй. la hago yo para mis hijos. ¿Vives toda tu vida por aquí? Toda la vida. Yo soy marinero. Ah, marinero. Tuve un barco. Wow. Ya estoy jubilado. Canela, café, chocolate. Ya lo sé. Buenas. Eso una... Abriste una botella? Abre una ahí más. Sí, dentro. Io provo, no? Muchas gracias. Io provo il migliore. Abrite una botella. pero no botella. A ver, que No vais puede a beber. probar este, a ver. Apri una botella. Guarda, prova qui. Gracias, no puedes. ¿Qué? Eso es. ¿Qué tal? Lo Interesante. que pasa es que está caliente, ¿no? Está caliente, pero interesante. Este vino es mejor que lo toméis Muy frío, ¿no? porque no lleva sulfito, no lleva, ¿sabes? Ok. Para conservarlo, Todo natural. todo natural. Es Por eso hay que verlo aquí. Muy bueno. Lo metéis en una nevera. Tenemos una nevera pequeña. Muchas Ay, gracias. qué bueno. Vai, mi botella mai. Toma más. No tiene más que Como un bebé, un tesoro. Muchas gracias. Como un bebé, que lleva como un bebé. justo está con... Si venís a la La tarde marea llega hasta aquí, ¿sabes? y hoy más, hoy está aquí. Mi ¿Y mujer cómo? Ahí, se tira de ahí y después en esa terraza toma el sol. Qué lujo, ¿eh? Claro. Ay. Pues ahora está la marea baja. ¿Y a qué hora suele subir? Subirá hoy sobre las 5:30. Los hornos no son nuestros, pero no podéis podemos destruirlos. venderlos, no podemos hacerle nada, ¿sabes? Pero sí conservarlos, ¿no? Sí, sí. Tener la... ¿Puedes guardar algo tuyo? Tengo arriba, ¿queréis mirar cómo es? Sí, podemos ver cómo Lo que pasa es que lo tengo lleno de... A ver, Vale. ¿ves? Estas plantas se crían con el aire. ¿Ves? No Así. necesita nada. tierra. La Son- amarras así, quedas así.
Это растение, которое не нужна земля и растет на воздухе. Просто ей нужен воздух и влажность. Graba, graba. Открывает нам Орео. Мы сейчас увидим, как выглядит Орео изнутри. Я надеюсь. A ver, subes tú, Давай. sube tú y la grabas. Antes teníamos maíz, ajos, esto que aquí tengo cajas de vino para cuando coge el vino. Sube que te graba a ti. Vale, gracias. No vayas a caer. Te В metes общем, dentro. здесь картошка. Ух Sube. ты. Лук. Sube, Здесь sube. раньше он говорит, что можно подняться выше. Cuidado. Все, и ahora puedo vivir por aquí. Как бабушка и бабига. Здесь раньше хранился чеснок, лук. Здесь, говорит, кукурузу хранили. Сейчас вот здесь много коробок с вином. Es vino, а? Да? No, no hay vino, son botellas vacías. А пустые бутылки, картошка. И довольно-таки здесь, честно говоря, прохладно, потому что это de piedra, из камня. Довольно счастливые. Мы увидели внутри этот Орео, который добрый Луис нас спустил, все показал. Ребята, это просто уникальное какое-то событие. На самом деле не всем дозволено побывать внутри этих сараев, потому что они охраняются законом, что их нельзя разрушать, их нужно беречь. И редко кто пускает туда посмотреть, как там внутри. И мне кажется, нас немного зашаманили этими напитками, потому что мы попробовали различное количество напитков, включая это вино. Вино мы везем с собой.